Приветствую, друзья! Сегодня я предлагаю рассмотреть и, так сказать, провести черту между двумя последними и, пожалуй, наиболее интересными моделями наушников от компании Knowledge Zenith. Я говорю о бюджетных ESX стоимостью около 1000 рублей и чуть более дорогих, чисто арматурных AS16 Pro. Сравнивать их напрямую, наверное, не совсем корректно, но именно этим мы сегодня и займемся. Собственно, поехали! Приходят наушники в довольно отличающихся коробках, но то и понятно, ESX, хотя и юбилейная, но бюджетная модель, в то время как AS16 Pro имеет даже некоторые задатки флагмана. По характеристикам отметим, что первый базируется на 12-мм динамике с чувствительностью 112 дБ и импедансом 22 Ома, а вторые содержат в себе целых 8 арматурных излучателей с общей чувствительностью 114 дБ и импедансом 18 Ом. В комплекте у них идет макулатура, специальный вкладыш, посвященный модели, и набор амбушюр разного размера. У более дешевых ESX это обновленная версия насадок, а у AS16 Pro уже классические черные с насечками. Кабель в обоих случаях один и тот же, причем самого базового уровня. Для ESX такой выбор еще можно понять, но в случае 8-драйверной арматуры, на мой взгляд, где-то за пределами логики. В обоих случаях рекомендую его заменить. Чашечки здесь съемные, с прозрачной пластиковой основой и металлической насадкой на внешней части. Причем несложно сказать, что оформили лучше. Обе модели выглядят просто сногсшибательно. AS16 Pro размером чуть больше, тяжелее и звуковод у нее шире. Возможно, в этом и кроется секрет разных насадок. Кстати, сквозь корпус прекрасно видна вся кухня каждой из этих моделей, то есть все там предельно честно. Смотрятся они неплохо, посадка удобная, да и амбушюры положили нормальные. КЗ AS16 Pro. КЗ ESX. По измерениям тут примерно одинаковые импульсы, схожее поведение фазовой кривой, однако в плане искажений ESX прям намного лучше, 0,2% против 1%, хотя оба этих значения в пределах нормы. Затухание на 60 дБ у ESX тоже немного ниже, где-то 90 против 110 миллисекунд. А ЧХ же ESX я бы назвал образцово-показательной. Подъем низких частот на 11 дБ с правильным заходом на середину, выделение области разборчивости, еще один пик имитации ушной раковины и классический уже акцент на 8 кГц для усиления резкости звучания. Далее все аккуратно уходит на второй план. График же AS16 Pro выглядит как нечто спонтанное. Да, в нем угадывается тот же подъем на низких частотах, немного своеобразное, но все-таки выделение области разборчивости, после чего дали незначительный акцент на 5 кГц и также увели все на второй план. В общих чертах мы, конечно, получили то же самое, но в акустическом смысле грамотнее сделаны ESX. Впрочем, излучатели у них совсем разные, из-за чего важно еще сравнение, как говорится, на слух. По своему характеру же ESX мне показались объемными, максимально естественными, но не такими воздушными и прозрачными, как AS16 Pro. У последних в плане четкости и прорисовки просто неоспоримое преимущество, однако область разборчивости поднимается довольно узким спектром, а следовательно голоса и тембры лидирующих инструментов кажутся тоньше, ярче и агрессивнее. Для чего-то акустического или даже электрического гораздо правдоподобнее звучат более дешевые ESX. Так что для джаза, фанка, соула, рока или металла я бы предпочел именно их. А вот для прогрессив хауса, мелодик техно и всего остального электронного прозрачность и текстурность AS16 Pro смотрится куда логичнее. Бас качает, середина чистая как слеза, а верха не пилят, но и не задвинуты на второй план. В ESX же электроника кажется немного перегруженной, недостаточно детальной, я бы даже сказал слегка заторможенной. Зато стоит нам запустить
что-то джазовое и слушать AS16 Pro лично у меня пропадает всякое желание. Хочется взять эквалайзер и исправить там все. Очевидно, что возможностей драйверов там более чем достаточно, но настройка это что-то с чем-то. В то время как у ESX все вот как по учебнику. Сравнивал их, кстати, с новыми бюджетными моделями от BGUP и TRN, и лично вот на мой вкус КЗ всех их кладут на лопатки. У ESX есть и объем, и глубина, и сцена рисуется так, что четко отслеживаешь даже симфонический оркестр. Да, не идеально прозрачно и не шибко разборчиво, но на то это и бюджетные наушники. Однако в глобальном смысле предъявить тут вообще нечего. Очень отзывчивый динамик и правильная настройка АЧХ. Главный упор здесь, очевидно, идет на выразительность и передачу эмоций. Да, модель скорее рассчитана на что-то акустическое и мелодичное, хотя неплохо и дается и рок, и всякое другое из тяжелого, не сильно требовательное к прорисовке. Впрочем, в этом есть и свой плюс. ESX будет шикарно звучать даже с достаточно тонким или нейтральным источником. Своей массы, насыщенности и певучести хватит, чтобы оживить и совсем уж какой-то бюджетный звук. Единственное, с телефоном результат может быть очень спорным. Обычно в смартфонах звук сам по себе расфокусированный и жирный, из-за чего AS16 Pro будут смотреться намного выгоднее ESX. А вот если у вас там выделенный ЦАП или же вы используете что-то внешнее, однозначно выбирайте ESX. По громкости и раскачке у этих моделей примерно паритет. AS16 чуточку тяжелее в этом плане, но не настолько, чтобы на этом останавливаться. В двух словах, ESX это про полноценный частотный диапазон, выразительность, объем, но динамик так текстуры, как арматура, увы, не умеет. AS16 Pro это превосходная прорисовка, прозрачность, хлесткость, но звук далек от натуральности. Если вы корректируете эквалайзером, то есть смысл заморочиться с AS16 Pro. А если используете как есть из коробки, только ESX. Вот такой вот получается расклад. Итогом, динамические наушники КЗ ESX прекрасно подойдут для чего-то акустического, сложного, академического или даже тяжелого. У них лучше настройка, более естественное звучание, правильное построение сцены, но прорисовка и разделение далеко не на самом высоком уровне. А вот КЗ S16 Pro как раз умеет в техничность, разрешение и скорость переходных характеристик, однако настроили их скорее для электронной или же популярной музыки. Исключительно к этим жанрам я бы их и рекомендовал. Ну или придется хорошо так пройтись по ним эквалайзером. Обе модели, конечно, интересные, но в качестве универсальной я бы выделил именно ESX. Если кто следит за моими обзорами, я уже не раз отмечал, что это самая крутая модель в сегменте около 1000 рублей. Если вы боитесь эквалайзера, рекомендую брать именно ее. Ну а если вы легко крутите частоты на слух, то S16 Pro покажется гораздо более выгодным вложением. Но еще раз предупреждаю, покрутить там придется много. А на этом у меня все. Это были наушники ESX и S16 Pro от компании КЗ. Всем добра, подписывайтесь, ставьте лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем добра!